можем ли мы поклоняться Кришне и Шиве и держать шивалингам на алтаре? So that's a very interesting question. Thank you very much. Это очень интересный вопрос. Спасибо большое за него. In order to understand the answer, we have to know what is rasa bhas. Для того, чтобы правильно понять ответ на этот вопрос, нам нужно знать, что такое расабхас. Rasa-bhas means that incompatible relationships. Расабхас означает, другими словами, несовместимые отношения. So, for example, Lord Chaitanya offered all respects to Lord Shiva, but then he went into the temple to worship Lord Vishnu. Например, Господь Чайтанья, он приносил почтительные поклоны Господу Шиве, но далее он шел в храм, чтобы поклоняться Господу Вишну. The gopis come to please Gopeshwar Mahadev, and then they enter into the intimate pastimes with Krishna. А гопи приходили для того, чтобы поклониться, выразить почтение Господу Вишну, Господу Шиве, и после этого у них был доступ к сокровенным играм с Господом Кришной. When you enter Sri Vrindavan Dham, first you go to the temple of Gopeshwar Mahadev, then you go to the temple of Krishna. Когда вы приезжаете в Шри Вриндаван Дхаму, сначала вы идете в храм Гопешвара Махадева, а затем вы идете в храм Господа Кришны. So we offer all respects to Lord Shiva as a great devotee, but we worship Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead. We shouldn't put them on an equal platform. Итак, мы выражаем свое глубочайшее почтение и уважение Господу Шиве как величайшему преданному, но при этом мы поклоняемся Господу Кришне. Мы должны понимать, что мы не можем поставить Господа Шиву, Господа Кришну на один уровень, уравнять. So Lord Brahma, he has explained this very nicely to make it very clear for us. Господь Брахма очень замечательно объяснил это, так чтобы мы очень четко поняли. He says that Krishna is like milk and Lord Shiva is like dahi, like yogurt. Господь Брахма объяснил, что Кришна, он подобен молоку, а Господь Шива, он подобен дахи или йогурту. You can't have yogurt unless it first comes from milk. Вы не можете сделать йогурт, если у вас изначально нет молока. So milk is topmost, and then from milk you can get yogurt. Итак, молоко это является изначальным, и затем из молока вы можете получить йогурт. But from yogurt you can't get milk. Но из йогурта вы не можете получить молоко. So Krishna is supreme. He is number one, and Shiva is number two. Итак, Кришна является верховным, он является номером один, а Шива является номером два. In another sense, milk is a product of dairy, and yogurt is also a dairy product. So they're both the same product, but they're also different. Но так или иначе, и молоко является молочным продуктом, и йогурт является молочным продуктом. Но тем не менее, между ними есть разница. So Lord Shiva is described as almost at the same level as Lord Krishna. He is the closest than anybody else. However, there are some persons who worship Lord Shiva as supreme, and other persons worship Lord Krishna as supreme. Так или иначе, Господь Шива, он почти равен Господу Вишну, но по своим качествам, но тем не менее Кришна
все равно превосходит его, он является верховным. Но так или иначе есть люди, которые считают Шиву верховным Господом, а есть те, кто считает Кришну верховным Господом. So in our sampradaya, the Gaudiya Vaishnav sampradaya, in our line, we accept Krishna as number one. And if you go to another sampradaya, they will accept Lord Shiva. But we can't, in the same sampradaya, see them equally. И что касается нашей сампрадаи, Гаудия Мадхава сампрадая, мы считаем Кришну верховной личностью Бога. Если вы обратитесь к другой сампрадае, то в ней могут поклоняться Шиве, считать Шиву верховной личностью Бога. Но в рамках одной сампрадаи вы не можете считать их равными друг другу. When I was living in Jagannath Puri, I was there in 96, 97. I was the temple president. I would sometimes go to this one particular Gaudiya Math temple. It was a beautiful temple. They had wonderful prasad, and I would like to visit them. Когда я жил в Джаганнатхапуре в 96-97 годах, я был там президентом храма, я любил ходить особенно в один храм Гаудия Матха. Там была очень хорошая атмосфера и хороший прасад. So the Gaudiya Math pujaris, they liked me, and then one day they said, "Please come behind the altar. We want to show you something." И вот эти пуджари из храма Гаудия Матха, они очень любили меня, и в один день пуджари подозвал меня и сказал: ты можешь зайти сюда за алтарь, и я кое-что тебе покажу. So they brought me behind the altar, and right behind the altar, where none of the people who come to take darshan could see, was another altar, a secret altar of Gopeshwar Mahadev. И когда они завели меня за алтарь, то там находился еще один алтарь, который был не виден для тех, кто приходит поклоняться основному алтарю в этом храме. И это был так называемый тайный алтарь, на котором поклонялись Гопешваре Махадеву. So this was an altar only for the confidential devotees who understood the actual position of Lord Shiva. But it was a murti of Lord Shiva as Gopeshwar Mahadev and not the linga, not the Shiva linga. Итак, это был очень сокровенный алтарь только для тех преданных, которые понимали истинное положение Господа Шивы, как величайшего преданного Господа Кришны. И на этом алтаре Господь Шива был в образе Гопешвара Махадева. Там был не шивалингам. So as I explained earlier, there's two forms, Mahadev in the male form and Gopeshwar in the female form. So this was Gopeshwar Mahadev in the female form. И как я объяснял ранее, что есть две формы Господа Шивы. Это женская форма и мужская форма. Not dressed properly. И вот на этом алтаре Господь Шива, он был в своем женском облике, в облике Гопешвары. Even in the Gopeshwar Mahadev temple in Sri Vrindavan Dham, during the day, you can go and take darshan of the Shiva linga, but in the evening, you take darshan of Gopeshwar Mahadev in her female form, dressed as a gopi. So we're more, in our sampradaya, we see Lord Shiva more in the female Gopeshwar Mahadev form. И даже в храме Гопешвара Махадева во Вриндаване, если вы придете в этот храм утром, вы увидите, что там идет поклонение шивалингаму. Но вечером Господь Шива представлен в своем женском облике, в облике Гопешвары. И в нашей сампрадае мы больше поклоняемся Господу Шиве в его женском облике Гопешвары.